друзья, всех приветствую. Вчера у нас интересный такой расклад для практиков на 7 чакр получился. Вот это для всех, это для недоброжелателей. Смотрим. Это я пока отложу. Давайте посмотрим, что у нас для всех будет идти. Ну, это называется трэш и угар 3 волн. Вот как это называется, ребятки. Сейчас объясню, почему. Чуть-чуть можно подвинуть это все. Так. Я сейчас посмотрю все вот второй, да, вот для всех. И третий по недоброжелателям кое-что мне приходит на ум. Почему так? Ну, сейчас будет видно. Значит так, первая чакра, ребята, здесь есть какое-то лицемерие. И обнуляют ваши защиты. Хотят их в ноля сбить. Либо же вы подпускаете лицемерие к себе в жизнь, за счет чего есть влияние на ваши защиты. Помимо этого может проходить и чистка от лицемерия, если вы исключаете таких особей из своего пространства. Твою мать. Сейчас будем уточнять по первой чакре, что там. Ну, у всех трансформация, у всех переосмысление идет. У всех идет перестройка. Так. Ребят, здесь очищаетесь от лицемерия. Здесь скуку на вас хотели накинуть, но вы выходите в счастье и в семейное даже, и в сотрудничестве с людьми. Здесь очищение от лицемерия. Вторая чакра. Кто-то пытается вам через 7-ю, кстати, внимание, и 6-ю, 7-ю через сердце тоже, но через 7-ю в основном свои проблемы насчет детородных органов переложить на вас. Да. Ребята, да. Здесь хотят, чтобы у вас был путь вашего недоброжелателя, и через какие-то искушения, чтобы вы на это повелись. Понятно? Сейчас я уточню, что означает здесь карта звезды, потому что здесь может быть, что люди далеко от вас находятся, вы для кого-то являетесь именно той звездой, либо у вас связь с высшими хорошая и лупят по второй чакре, думают, что свое на вас скинут, и как бы, ну, так тому и быть. Да, здесь плетется паутина, ребят. Да. Хотят закольцевать какую-то белиберду. Люди, которые вас с другими могли лбами сталкивать. А люди, которые клевещут, у меня идет фраза «поносят вас за вашей спиной». Вот тут свой путь на вас хотят перебросить, а ваш себе забрать эту звезду, эту связь с высшими. Возможно, у вас там, допустим, много деток, кто-то хочет, а у кого-то нет, и кто-то хочет вашу вот эту вот детородность, да, забрать себе. Вот так.
Третья чакра. Что там за известие? Вы кому-то сострадали, этот человек на вас накидывал подселенцев. Не знаю, обращается он сам, либо... Короче, обращается этот человек к кому-то, либо сам играет в мага, но здесь пошло отомщение. Вы этому человеку сострадали. Возможно, он говорил, ой, вот как мне плохо и тому подобное, вы пожалели, тем самым вот этот человек на вас, чтобы вы понимали, кто это, и пытается по второй чакре забрать ваши, а на вас закинуть свои болезни, скинуть проблемы, понимаете? Там не только болезни могут проходить, там и проблемы, и не только физические, да? Ну-ка, сейчас я уточню. Здесь, понимаете как? Вы управляете своим бизнесом, своей дорогой предназначения. Да, смотрите, здесь на ваш интеллект, здесь какой-то апоякор может быть, что-то подлито может быть, и хотят вам разбить сердце, потому что вы устремились вперед. Вот смотрите, сострадание к кому вы убирать должны. Известие вы получили, вы предупреждены. По сердечной чакре, опять же таки, что-то вам показывают. Показывают, что идет магия. Идет. В зависимости вас хотят посадить. Здесь либо хотят вашей жизни, либо у вас, несмотря на это, идет новая перспектива. Сейчас уточним. Вы независимо, вот это кого-то бесит, и поэтому зацепки делают. Хотят, сейчас, секунду. Ой, ребята, здесь вашу независимость хотят убить. Здесь, короче, долбят по вашим финансам, по сердечной чакре лутат. Бесит, что вы независимо идете к своей мечте, у вас дела делаются, все складывается, люди к вам идут, вы общаетесь, вы сотрудничаете. И здесь кто-то, знаете как, разочарован. Почему? Потому что он вас садил в зависимости, а вы, несмотря на это, по новому пути пошли. Пятая чакра. Здесь с погостом вопросы, и очень хорошо все прошло. Здесь что-то вы обнулили и получаете дары судьбы через свою магию. Здесь открывается творчество. Здесь сила слова возрастает. Здесь вы как будто делитесь счастьем, и, соответственно, Вселенная вам его и дает, это счастье. Вы от иллюзий от каких-то ушли. Да, и пошли в собственное продвижение. У вас бескорыстие, у вас есть образованность, дружелюбие. Люди идут к вам, тянутся к вам, вы тянетесь к людям. Шестая чакра. По поводу чувства. Хотят, чтобы вы сделали какой-то выбор. У вас есть защита. Но. Бьют по чувству, а вы больше, понимаете, возможно, ушли в работу. Как пример. И не хотят, чтобы вы шли дальше, а именно вот сидели привязаны по этим чувствам. А вы все равно в новую жизнь идете. Защита у вас есть. Насчет шестой чакры все отлично. Но вот здесь вот, чтобы вы имели в виду, да, что происходит. Здесь от вас хотят каких-то подарков люди. Здесь кто-то считает себя более проницательным, чем вы, нападая на ваши плоды, на ваши результаты и на вашу интуицию, на вашу ясность. Кого-то бесит, что вы раскрыли чью-то личину, девочки и мальчики. Вот оно в чем. Седьмая чакра. Здесь башня. Духовность присутствует. По Таро веретника. Но я сейчас уточню, здесь что-то резкое. Знаете, хочется сказать, молнией шибанула в темечко и прозрение пошло. И
Я поздравляю, здесь реально кого-то уже достало это все. Кого-то вот реально молния в темечко шарахнула. Здесь было принято решение заключить договора на подписание приговора своим недоброжелателям. Я вас поздравляю. Наконец-то вы начали себя отстаивать и то, что принадлежит вам. Вы уходите в творчество. Знаете от кого? От рыцаря кубков, от того, кто опаивал, окармливал. Всякую белиберду в голову вселял, якобы предложение. Но знаете, из области, смотри, какой я идеальный, но по факту это всего лишь рыцарь кубков. И здесь делалось, знаете, что, вот посмотри, я могу посочувствовать. Здесь человек-артист, вот и все. А вы пошли через свое вдохновение в креативность, в работу. Обнулили вот эти все моменты вот этого товарища Кубкового. Просто обнулили. Страдали в ночных кошмарах, долго в одиночестве могли пребывать, искать себя, но здесь это закрыто тузом пентаклей. Вот этот красавец и пришел за этим тузом пентаклей, но я вижу, что здесь уже конкретно людей поддостали, и вы будете рубить. Просто рубить. Еще на подлете к вам. Вот эти даже потуги вообще влезть к вам в ваше пространство. Вот просто достало человека. Значит, я выкарабкался, я нашел себя, я только начинаю что-то, да, как-то открывать, двигаться дальше. И здесь приходит вот эта чепушила и считает, что... ну просто получила по голове, вы, видимо, чистились. Получил по голове, и как это? У вас хорошо, у него плохо, значит, вы виноваты, вам надо еще и мстить, понятно? И абсолютно насрать на то, что эта дрянь вообще вам всю жизнь могла изгадить, да, своим поступком. Понеслась. Для недоброжелателей, ребята, вот то, что меня интересовало. Сейчас будем смотреть. Сейчас я выложу все карты. Так. По первой чакре товарищи пробиты, потому что здесь есть воздействие на вашего недоброжелателя от нескольких лиц. Здесь прям травля какого-то количества людей, какой-то группы. Мне идет фраза ассоциация. Не в плане, какое слово ассоциируется у вас с чем-то, а ассоциация в плане организации, корпорации, фирмы и тому подобное. Вот есть ассоциации. Кто в теме, в бизнесе вот этого всего, вы поймете, о чем я, значит, там где-то что-то зарыто. Чтобы вы понимали, кто недруг. Если вдруг вы не в курсе, возможно, сейчас для вас какое-то будет некое, да, такое прозрение, инсайт, когда вы поймете, а кто же на самом деле вам вредил. Всякое открывается во время расклада. Значит так, по недоброжелателю, тут по справедливости все идет. Здесь человек заключал договора, выбирал сам свой путь, принимал решения, защиты, благополучия хотел, власти хотел, помощи хотел. Хотел, чтобы его простили высшие силы. Видимо, начал что-то терять. Но дело в том, что здесь человек лжец, и ему идет расплата таким образом. Хотя просит. Итак, все-таки уточним по справедливости по первой чакре. Ну да, здесь нападение на человека. За его подарки.
другим людям. Здесь человеку в свое время были даны подарки через определенные места силы. Была дана интуиция, были даны возможности, блага, дар и тому подобное. Сейчас идут нападки на все эти моменты, на все его подарки, которые он получил от высших сил. Их будут забирать вот эти люди. Вот это организованная ассоциация, которая будет лупить вашего недоброжелателя очень жестко. По второй чакре, если баба крайне надменная, человек уверен, что он получит любые плоды, которые бы он не захотел. Если мужчина, здесь, сейчас уточним, под подселом мужик. Да, и предки духи рода его это допустили специально, потому что человек слишком гедонизмом жил. Давайте так. Дорого-богато. Здесь на второй чакре крадники на самом деле. За надменность идет. Повторюсь, сейчас уточню по веретнику. Да, здесь неупокоенные, ребят, здесь приворот и сломление воли по второй чакре уже в полном обороте, и предки духи рода допустили эту ситуацию. То есть обучение идет. Третья чакра, болото полное по деньгам. Еще у меня идут проблемы с желудком. Ну, вот кишечник, что-то с кишечником может проходить. Там атака идет на человека до такой степени, что его уже на физике пробило. Здесь человек мог отравиться от бухла, от наркоты, либо еще от чего-то. Корчил из себя императора где-то в поездке, в путешествии, все так замечательно у него было, и теперь это все уходит в болото. Да, типа я волк-одиночка, имею всех, когда хочу, как хочу, на что хочу, я здесь практик, маг и тому подобное. Это все закрывается полностью. У человека нет возможности выехать, съездить, пообщаться, заработать. Кстати, вашего недоброжелателя ждет интересное проклятие, когда его будут предавать те люди, которых он опекал, которых он, возможно, обучал чему-то. И здесь он больше никогда не будет, знаете, как уважаем другими людьми. Вот что еще здесь. Четвертая чакра, отшельник. Здесь у нас очень хорошо кто-то поработал из вас, если для кого актуально, по вашему врагу. Здесь человек в иллюзии посажен. Здесь человек узник. Узник своих поступков. Он травил жизнь, чувства, судьбы других людей. И якобы считал, что он выписывает приговоры, у него на это есть все санкции и тому подобное. Ну, так вот, за эту отраву теперь приговор пришел к нему самому, и он является узником данной ситуации. Да, человек в паутине, в ностальгии сидит и в безденежье. Как, знаете, такая нищета духовная, материальная. И, кстати, судя с третьей чакры, еще и физическая. Здесь по физике лупят хорошо. Пятая чакра. Что-то сокрытое есть. А знаете, вот что сокрытое. Здесь человек недоумевает, почему к нему не прислушиваются другие, хотя раньше слушались, возможно, люди к нему обращались за помощью, да, приходили и тому подобное. Да, здесь высший суд пришел, здесь ставили человека на распутье, смотрели, что он будет делать. Если данный персонаж еще против детей что-то делал, потому что, ну, бабло, мол, решает, как он считал, то он недоумевает, как это люди меня не слышат, не слушают, не прислушиваются, как это было раньше, какого хрена происходит. Я, значит, там, знаете, как он мне идет, король или королева помойки.
Вот реально. Его слушались, прислушивались и прислуживались. Он, мол, такой проворный всем казался. И смотрите, вторая императрица, здесь мужик под подселами. Кто смотрит на женщину, ну, значит, женщина. Он, знаете, и вашим, и нашим ради денежек. Вот так вот. Но здесь пришла справедливость и карма. Говорит, ну, здравствуй. Творчество твое накрывается, и люди тебя больше не будут воспринимать. Здесь высший суд. Все. Здесь хотели бы, чтобы он покаялся за то, что он подселял то, что не нужно нормальным людям. Но, увы и ах, второй путь знаете какой? Скорее всего, этот человек этот путь и выбрал. Он решил, что он невъебенный наставник, что он выше других по вибрациям, а здесь просто человеку накинули зависимости теперь, дабы он проснулся и немножечко оклемался от того, что звезда во лбу-то не горит. Вот здесь прям вот это, знаете, сказки вот эта карта рода из этой колоды напоминает. Помните? А во лбу звезда горит. Вот это про недоброжелателя пора вашего. Шестая чакра. Смотрите, из каждой колоды тут вышел из второго веретника суд. Из этой колоды суд. И из этой колоды тоже суд. Здесь предки духи рода решают. И уже не решают, а действуют во всем. Здесь человек на ментале мог на кого-то воздействовать. Его все героические возможности и поступки приходят в девятку жезлов. Тяжело добиваться победы над, особенно с помощью магии. Раньше вот так давалось, а теперь не получается. Здесь человека и на шестой чакре ставят ну, выбрать заставляют. Здесь знаете как? Его поставили еще на один выбор. Везде выбор и выбор. Здесь человек взялся за работу, когда он воздействовал, ну, приворотами и считал на вас, на ведьму. И считал, что типа так и надо. А на самом деле тем самым отправил сам себя в башню. У него сейчас полыхают станицы по всей жизни, по всем фронтам. Здоровье, социум, деньги, психика. Все в ноля. А ему говорили, слушай, иди-ка ты лучше в собственное развитие, не лезь. А здесь гордыня, ни хера себе, как это я мужик, не могу женщину победить. Я вам серьезно говорю, здесь просматривается больше. Не идет мужик, его запаяло, типа я пророк, я тут всем буду мстить, враги мои падут. А на самом деле этот теперь пророк уже далеко не пророк и получает отомщение от высших сил за то, что рыгнулся на вас и на вам подобных. Все, здесь человек слишком был, знаете, одержим идеей «я всех побежу», и «я всех победю», и «я непобедимый» и тому подобное. Ну, ему показали, что да ты никто без той силы, которую тебе дали, тебе когда-то это вручили вот тут вот, да, по третьей чакре подарили, где это там, а ты это все решил похерить, слишком возвысился. Седьмая чакра. Напутствие приходило ему от определенных сил. От ангела-хранителя. Ангел-хранитель тот сказал, слышь, колдовство свое из-за жадности использовать ты не имеешь права, санкций нет. Ты по-другому должен использовать свои блага, свой дар. Но здесь жадность.
Здесь жадность у человека непомернейшая. Здесь была зависть к вашему роду, к вашим защитам. Здесь была не попытка, а перекрытие вам связи с родом. Поэтому его роду теперь стоит в позе зю от высших сил. И здесь человек не умеет держать баланс между... Его учат высшие силы, как мага, как практика, использовать умеренно свою силу. И учат балансировать себя, прийти в баланс со своей психикой, если есть такие моменты, да. Над собой поработать. Здесь человек мог работать как с темными, так и со светлыми, поняли, да? Но немножечко подзаигрался. Слишком себя идеальным возомнил, а на самом деле вошел в потери. Все. Столкнулся с вами и пошел в потери. А так гордо шел, подняв голову, что он и вас в жерновах переломит. Ну вот теперь одиночество. За то, что принял решение контролировать чье-то волеизъявление. И здесь сама фортуна, ребят. То, что у него было, там ловушка у него идет. Ловушка у человека. Сама эта фортуна эту ловушку ему и подстроила. А он вам ее. И знаете, что он делал? Здесь человек мог на вас делать привороты к нему, вызовы. Даже если это практику, которого вас заказали, таким образом он пытался ваши блага, ваши энергии рода переключить на себя. А вы все равно в независимость вышли. Он хотел, чтобы вы сидели и ждали, мечтали. Если это ваш, допустим, бывший, то здесь, чтобы вы были рады, знаете, какому положению вещей. Когда приехал, тогда и вовремя. А вы все равно в независимость свою вышли. Так что здесь? А у человека теперь скука по вам, кстати. Если вы его бывшая жена, то ночные кошмары снятся за вас. Если же вы не жена, это практик, которому вас заказали, отхватил по полной, и еще там будет проработка через личные отношения, через тех, кого он любит. Это путь его обучения. За его помысел забрать чужие дары судьбы. Он должен был отречься от нападок на вас, несанкционированно использовал тот дар, который ему был дан. Даже если ранее он мог себе это позволить, то вы были той последней каплей, после которой человека просто в жернова замесило. Ну и пусть месяц дальше. Ума нет, нема, считай, калека, да? Предупреждали, я всегда говорю, всегда всех предупреждают, всех поголовно, понимаете? И там вопрос только в том, человек слушает эти предупреждения от высших сил, да, от своих же наставников, от духов-помощников или такое. Да ни хрена я тут все могу, я все умею. То есть мне все, знаете, здесь не в этом даже вопрос, здесь вопрос вот в чем, мне все дозволено. Мне все дозволено. Вот прям фраза такая мне идет. Поэтому, видимо, эту вседозволенность перекрывают человеку и говорят: да нет, дружище, немножечко не все тебе дозволено, не дорос ты до таких масштабов, что прям тут как бы... Знаете, ему через вас... Его учили, допустим, да, и уважать и чужой дар, и вообще разбираться в людях. Много чему.
В любом случае, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, ребят, как у вас проигрывается эта ситуация по чакрам. Ну а я, как обычно, вам желаю осознанным душам добра этого мира. Всем пока-пока.